Привет всем, я Сав, и я расскажу, как получить Ibis Paint Premium или Ibis Paint с черной иконкой без посредников на Android. Первым делом мы переходим по этому сайту. И эту ссылочку я оставлю в описании и в комментариях под этим видео. Стоит упомянуть, что вам понадобится приложение файлы для того, чтобы посмотреть установочные файлы и скачать Huawei оттуда. Второе. После скачивания мы создаем аккаунт, и поскольку он у меня создан, я его не создаю. Третье. Ищем Ibis Paint и качаем его. Также для App Gallery нужно позволить установку неизвестных приложений. Прошу, кстати, заметить, что создается новое приложение Ibis Paint, которое не связано со старым, поэтому кисти придется импортировать заново, а сами холсты можно переправить в другой Ibis Paint путем поделиться IPv-файлом с другим приложением, где мы выбираем новый Ibis Paint. Дальше мы нажимаем на золотой значок «Пример членства», и там мы покупаем подписку. Поскольку приложение качалось с помощью App Gallery, такое окошко переправит тебя к оплате как раз таки через Huawei, где мы заполняем карту для дальнейшей покупки. Если вы хотите перенести холст, то мы выбираем нужную иллюстрацию и делимся ею IPv-файлом с новым приложением Ibis, как я ранее и сказала. На этом туториал окончен, но я расскажу немного про то, как я узнала про эту схему. Поэтому, если вы пришли только за туториалом, можете спокойно покидать, я все рассказала. А теперь я немного поговорю про то, зачем и почему я решила купить. Начну с того, что я в основном рисую в Ibis Paint, и я точно понимаю, что я еще долгое время им буду пользоваться. Поэтому вариант подписки никогда не был для меня из кожи вон выходящим, особенно если она недорогая. Да и к тому же я не хочу случайно скачивать вирус. Приложение, судя по всему, официальное, но по поиску там не все приложения предлагаются именно с App Gallery, а как и ПК-версии. И приложение, кстати, предупреждает об этом. Кстати, Ibis с Huawei я пользуюсь с сентября 2024 года. Если вы не доверяете и этому способу, то я могу вас понять. У меня приложение работает почти всегда нормально, и иногда редко у меня влетает. Хотя вроде бы с обычным Ibis такое раньше тоже было. А еще приложению надо проверять историю покупок, поэтому иногда в офлайне вас может не пустить, так как приложение не сможет подтвердить историю и надо включать интернет. А так почти всегда позволяет. А так, оно работает так же хорошо, как и обычный маркетовский Ibis. За айфоны ничего не скажу, качала только на андроидах. Главная вещь, которая меня сподвигла, это, как ни странно, появление папок в организации холстов в библиотеке. Я даже, помнится, твитила про это, что я готова найти способ получить премиум, если будет такая вещь, как папки. Я люблю сортировать штуки. И пускай люди спорят, что это можно было бы сделать за бесплатно, с чем я несколько соглашусь, но у приложения и так большое количество полезных функций бесплатно. Да и к тому же подписка, на удивление, стоит немного дешевле, чем я думала, так что я, в принципе, не против поддержать программу, в которую я столько времени рисую. Так вот, у меня есть знакомая из Японии, с которой я познакомилась в Миски. Это японская соцсеть, в которой я иногда бываю, и благодаря ей я и узнала о Huawei. То есть я и до этого знала о нем, но не интересовалась им в принципе. Именно благодаря ей я узнала, что это возможно. Она сообщила мне о том, что карты МИР Huawei все еще принимает, поэтому стоит попробовать этот метод. Хотя вместо того, чтобы пойти этим методом, мы пошли более длинным и муторным методом, который еще и не рабочим оказался. Поэтому я решила попробовать этот метод, и он оказался рабочим и очень удобным. Поэтому я решила поделиться с ним сегодня. Спасибо за просмотр видео, и надеюсь, оно было полезным. Если вам интересны мои рисунки, вы можете подписаться на мой телеграм-канал, ВК или Blue Sky. В основном я пощусь в ТГК, но я была бы рада увидеть много новых лиц, так что буду всех ждать.